Я хочу начать свою презентацию с небольшого стиха из читания Чаритамриты. I was thinking about it this morning as I was listening to other presentations that were given. Сегодня утром, когда я слушал презентации других преданных, я вспомнил об этом стихе. Also, I've been wanting to hear the other presentations, and that's why I didn't want this whole event simply to fall on my shoulders, so I would be the only one speaking. И также мне не хотелось, чтобы все это мероприятие лежало только на моих плечах, и я был единственным выступающим, поэтому мне хотелось послушать также презентации других преданных. Because it's good to hear what local devotees are thinking about when they talk about devotee care. Потому что очень хорошо слышать местных преданных, которые живут здесь, что они думают о заботе о преданных. What they are thinking about, how they're implementing it. О чем именно они думают, размышляют, как они применяют это в жизни. The results that they're experiencing from it. The results that they're experiencing from it. То есть какие результаты приходят к ним после применения. What other devotees expect when they hear about devotee care. Что ожидают другие преданные в связи с этой темой заботы о преданных. Because that's a very, very important topic right then and there. What devotees expect when they hear devotee care. Потому что это уже очень важная тема, понять, что ожидают преданные в сфере заботы о преданных. Just like I've been speaking recently, one of my realizations about the book that I compiled, taking care of Krishna's devotees. Недавно я рассказывал одну из своих реализаций в связи с книгой, которую я составил. Книга называется «Забота о преданных Кришны». And one of the realizations I got many years ago is that it appeared to me that the book became very popular. И одна из реализаций, которая пришла ко мне много лет назад, я заметил, что эта книга стала очень популярной. And it became popular beyond my expectation. И ее популярность превзошла все мои ожидания. People began requesting if you could translate it into different languages. Меня стали просить о том, чтобы перевести ее на другие языки. It's been translated in Bengali, it's been translated into Chinese, it's been translated into many languages. Ее перевели на бенгали, на китайский, на другие языки. And I started to wonder why was the book so popular. И я стал думать, почему же эта книга стала такой популярной. And one of the realizations I got is probably because of the title. И одно из пониманий, которое ко мне пришло, вероятно, секрет популярности этой книги в ее названии. May not be so much about the content of the book, but the title is very attractive. Возможно, дело даже не столько в том, о чем написано в этой книге, но само название уже очень привлекательно для преданных. As soon as they look at the book and they think, yeah, that sounds like a very good topic, taking care of Krishna's devotees. Как только вайшнавы видят эту книгу, они сразу думают, о, действительно, похоже, тема очень хорошая, забота о преданных Кришны. I'd like to be taken care of. Мне хочется, чтобы обо мне заботились. Let me read the book. Да, надо почитать книгу. Now maybe there's other people who've gone a little bit deeper into the topic and have tried to go beyond that level. Возможно, есть и другие преданные, которые глубже смотрят и более глубоко воспринимают эту тему. At least I hope so. По крайней мере, я надеюсь, что такие преданные есть. But I do believe that when we hear about devotee care, sometimes we expect that devotee care means that, yes, it sounds like it's a good opportunity to hear about how I'll be taken care of. Но я предполагаю, что зачастую, когда мы говорим о заботе о преданных, это воспринимается нами, что это очень хорошая тема и очень хорошая возможность, что, может быть, и обо мне позаботятся. And of course, if one wants to go a little deeper in the topic, then they can begin to get some realizations themselves. И, конечно, если мы глубже погрузимся в эту тему, то к нам будут приходить определенные откровения, реализации. A deeper realization is something which was shared to me about 40 years ago from my godbrother Tamal Krishna Maharaj. Одна из таких более глубоких реализаций – это то, чем поделился со мной мой духовный брат Тамал Кришна Махарадж примерно 40 лет назад. Who
who quoted Srila Prabhupada, something Srila Prabhupada told to him. Он процитировал слова, которые Шрила Прабхупада произнес, обращаясь к нему. And it had a very deep impact on me. И меня это очень затронуло. And Prabhupada told Tamal Krishna Maharaj that when you take care of Krishna's devotees, Krishna takes care of you. Прабхупада сказал Тамал Кришне Махараджу, когда ты заботишься, если ты будешь заботиться о преданных Кришны, Кришна позаботится о тебе. So that's Prabhupada's statement. Это слова Прабхупады. And obviously, anything that Prabhupada says is deep and relevant. И очевидно, что все, что говорит Прабхупада, глубоко и актуально. And although those words were shared to me not directly from Prabhupada, but from one of his confidential dear servants, И эти слова я услышал не из уст самого Прабхупады, а от его близкого, доверенного слуги. it left a very deep impression on me. Но даже несмотря на это, они произвели на меня очень глубокое And I впечатление. believe it also contributed to the service that I would be given in years to come. These words contributed. These words, yeah. И я думаю, что эти слова также повлияли на то служение, которым я занимался после того, как услышал эти слова. Actually, that was shared with me in 1978, I think it was. Я думаю, что в 1978 году Тамал Кришна Махарадж мне сказал это. And I was in New York at the time. В то время я был в Нью-Йорке. And I was living in the New York temple, and there were about 220 devotees living there. Я жил в Нью-Йоркском храме, и там было около 200 преданных. And I was responsible for all the new devotees. I had to take care of them. И я отвечал за молодых, за новых преданных, я должен был о них заботиться. And sometimes it was quite stressful. И иногда это было довольно непросто. Because generally there were 10, 20, 30, sometimes even 40 people there who were new to Krishna consciousness, and I was personally responsible to help them adjust to living a Krishna conscious lifestyle. Потому что обычно там было 10, 20, иногда и 30 новых преданных, которые только-только узнали о сознании Кришны, и я должен был помочь им узнать, что такое сознание Кришны, привыкнуть к образу жизни преданных. And some of them had a lot of anxieties. И у некоторых из них было много беспокойств. And I had to think of different ways how to help them with their anxieties. И мне надо было найти разные способы, как помочь им преодолеть их беспокойство. So Tamal Krishna Maharaj's words were comforting, that by taking care of others' Krishna consciousness, then I can at least have some hope that someday Krishna will take care of me. И эти слова Тамал Кришны Махараджа о том, что если я забочусь о сознании Кришны других, то я могу надеяться, что когда-нибудь Кришна позаботится и обо мне. Эти слова меня очень успокаивали. So to take care of others' Krishna consciousness was my actual hope in writing the book Taking Care of Krishna's Devotees. И когда я писал эту книгу «Забота о преданных Кришны», моим намерением было как раз позаботиться о сознании Кришны других. Because taking care of others' Krishna consciousness is a good way for oneself to be taken care of. Потому что это очень хороший способ получить заботу в свой адрес, заботиться о сознании Кришны других. In fact, it's the best way to be taken care of. На самом деле это самый лучший способ получить заботу по отношению к Because to себе. take care of others' Krishna consciousness, one has to be Krishna conscious themselves. Потому что для того, чтобы заботиться о сознании Кришны других людей, нужно самому быть в сознании Кришны. And it is Krishna consciousness which actually helps us to overcome all the obstacles of material life. И именно сознание Кришны и помогает нам преодолеть все препятствия материальной жизни. It is Krishna consciousness that helps us in times of anxiety and distress. Именно сознание Кришны помогает нам в минуты беспокойств и стресса. It is Krishna consciousness which dissipates the darkness of illusion. Именно сознание Кришны рассеивает тьму иллюзии. Krishna surya samaya haya andakara, yaham Krishna tahamaya mayada arikara. That Krishna is like sunshine and Maya is like darkness.
Кришна подобен солнцу, а майя подобна тьме. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. И там, где есть солнце, нет места тьме. Similarly, as soon as one takes to Krishna consciousness, then immediately the influence of the darkness of illusion will dissipate. И подобно этому, как только человек обретает сознание Кришны, мрак иллюзии сразу же рассеивается. So it is Krishna consciousness which dissipates illusion. Итак, именно сознание Кришны рассеивает иллюзию. And in the second canto of the Srimad Bhagavatam, it is a verse that explains that Maya, or the illusory energy of the Lord, she always takes a back seat and she stands behind Krishna whenever Krishna is present. Во второй песне Шримад Бхагаватам есть стих, который описывает, что майя, она всегда находится позади Кришны, и как только Кришна проявляется, майя всегда находится за ним. Prabhupada gives the example that when the king is leading the procession, then immediately all his ministers and everybody else will immediately take their place behind him. Прабхупада приводил такой пример, как только царь или король выезжает во главе процессии, то сразу же автоматически все его подданные занимают свои места позади него, следуют за ним. Similarly, if Krishna is present, then all his servants and representatives and ministers, everybody else stays behind him. Подобным образом, если присутствует Кришна, то все его представители, они автоматически следуют за ним. So Krishna consciousness is the best way to dissipate anxiety. Итак, сознание Кришны — это самый лучший способ рассеять тревогу и беспокойство. Although sometimes it is very difficult. Хотя иногда это очень трудно сделать. And sometimes there are many obstacles in overcoming our difficulties. И иногда бывает много препятствий в преодолении наших трудностей, which could nicely be served simply by becoming Krishna conscious, but it's not always that easy. которые на самом деле легко можно преодолеть, просто обретя сознание Кришны, но зачастую это не так-то просто сделать. Narada Muni, in one verse in the fourth canto of the Srimad Bhagavatam, he states to King Prachinibarhishat, В одном из стихов 4-й песни Шримад Бхагаватам Нарада Муни говорит, обращаясь к царю Прачинабархишату, that in the place where pure devotees meet, following the rules and regulations, что в том месте, где преданные следуют правилам и предписаниям, in that place, if one gets the opportunity to hear their narrations, which flow just like a river, one will get caught up in the waves of that river. если человеку посчастливится находиться в этом обществе и слушать потоки Кришна-катхи из их уст, то эти потоки подобны потоку реки, который захватывает человека. And by getting caught up in those waves, the result is that one will not even think about hunger, thirst, sleep. И когда человека захлестывает этот поток, результат таков, что человек уже не думает ни о голоде, ни о сне, ни о жажде. And one will become free from all kinds of illusion, lamentation and fear. И человек освобождается от всех проявлений иллюзии, скорби, страха. That's what it means to get caught up in Krishna consciousness. Вот это и означает, что человека захлестнуло сознание Кришны. Sometimes we get caught up in Krishna consciousness even unknowingly, unexpectedly. И иногда бывает так, что сознание Кришны захватывает, захлестывает нас. Даже мы сами этого не осознаем, это неожиданно происходит. If we can somehow get caught up in that Krishna consciousness, even unexpectedly, we may even temporarily forget about illusions, lamentation, and fear. И если такое происходит, и сознание Кришны захватывает, захлестывает нас, даже пусть мы этого не осознаем, тогда мы забываем о голоде, жажде и сне. So either by our own efforts to be Krishna conscious or by the efforts of others, whatever way that we can actually become Krishna conscious, we can benefit. Поэтому, как бы к нам ни пришло сознание Кришны в результате наших усилий и в результате усилий других людей, в любом случае мы получаем благо. And it can alleviate our anxiety. И в таком случае наше беспокойство уходит. It may be temporarily alleviate our anxiety, it may not be permanent. Это может быть временное освобождение от беспокойств, а может быть постоянное. But even temporarily relieving our anxiety produces a permanent result.
Но даже если мы лишь на время освобождаемся от беспокойств, результат, который мы получаем от этого, будет вечным. Because it gives us a little faith in Krishna consciousness and awakens within us a desire to hear some more. Потому что это дает нам небольшую веру в сознание Кришны и пробуждает в нас желание слушать еще больше. Yeah, Krishna consciousness works. Да, сознание Кришны работает. I forget about that sometimes. Да, я иногда об этом забываю. I get so caught up in making these temporary stopgap remedial measures. I forget that, yeah, Krishna consciousness works. Я так погружаюсь, решаю эти срочные задачи, закрывая какие-то проблемы, что я забываю о том, что сознание Кришны работает. So sometimes it's helpful to be reminded about the power of Krishna consciousness. Поэтому иногда полезно, когда нам напоминают о могуществе сознания Кришны. And even if it doesn't permanently solve our problem, still in the long run there'll be some permanence because it increases our faith in Krishna consciousness. И даже если это не решает навсегда наши проблемы, не избавляет нас от беспокойств, все равно результат, который мы получаем, будет вечным, потому что усиливается наша вера в сознание Кришны. Because there'll be many opportunities in the future to fall back on that faith that we've started to cultivate. Потому что в будущем у нас будет еще много возможностей вернуться к этой вере и опереться на веру, которую мы когда-то культивировали, развивали. It's just the nature of the material world. Такова природа материального мира. There'll be many opportunities in the future where we'll have to look for positive solutions. В будущем будет много ситуаций, когда мы должны будем искать позитивные, правильные решения. And not just temporary stopgap remedial measures. А не просто какие-то временные решения, избавляющие от проблем. Temporary stopgap remedial measures also give some temporary relief. Вот эти временные, быстродействующие лекарства, они дают временное облегчение. But they increase the illusion Но в долгосрочной перспективе они увеличивают иллюзию. that the temporary relief is the solution. Они увеличивают иллюзию, что эти временные облегчения — это и есть решение. There's no permanence with temporary stopgap remedial measures. Но на самом деле в этих временных решениях нет постоянства и стабильности. Because it only increases the illusion that, yeah, this is what I needed. Потому что они только увеличивают нашу иллюзию. О да, это как раз то, что мне нужно было. And then when difficulties happen again, then because we have faith in the temporary stopgap remedial measure, we'll fall back on that. И в следующий раз, когда придут трудности, поскольку у нас есть определенная вера в эти быстродействующие средства, мы снова обратимся к ним. So there's no permanence because it simply increases the illusion. Поэтому в этом нет стабильности и вечности, потому что они лишь усиливают иллюзию. So Krishna consciousness means the cultivation or the evolution of faith. Сознание Кришны означает культивирование, развитие веры. And whatever progress we can make in the evolution of our faith will bear permanent results. И насколько бы мы ни продвинулись вперед в развитии своей веры, любое продвижение принесет нам вечный результат. Faith, of course, means faith in Krishna, not faith in temporary stopgap remedial measures. И когда мы говорим о вере, мы говорим о вере в Кришну, а не о вере в эти быстродействующие лекарства. Now, as I said, I wanted to read a verse from Chaitanya Charitamrita. И, как я сказал, я хотел прочитать стих из Чайтаньи Чаритамриты. And befittingly, this is a verse about relieving somebody's anxiety. И что интересно, это как раз стих о том, как избавить другого человека от беспокойств. Its verse is spoken by Haridas Thakur. Этот стих произнес Харидас Такур. And Srila Prabhupada gives a very wonderful commentary, short commentary. И Шрила Прабхупада дает очень замечательный и короткий комментарий к этому стиху. And I wanted to begin by reading it, but now I'm just... Anyways, I'm beginning now. На самом деле я хотел начать, прочитав этот стих, но я уже стал говорить. Так или иначе, я сейчас начну с него. But there's no loss, because what I've introduced so far is very much connected to the verse. Но мы ничего не потеряли, потому что то, о чем я сейчас говорил, очень сильно связано с этим стихом. Do you have rounds to chat?
Good verse. Chaitanya Charitamrita, you like it? Haridasa kahe, Prabhu chinta na kariha, yavanera samsara deki dukkha na bhaviha. Haridas Thakur replied, Харидас Такур ответил: My dear Lord, мой дорогой Господь, do not be in anxiety. не беспокойся, Do not be unhappy to see the condition of the yavanas in material existence. не огорчайся, видя положение яванов в материальном существовании. As we said, the verse is about relieving somebody's anxiety. Я говорил, что этот стих о том, как избавить другую личность от беспокойств. So Haridas Thakur is speaking to Lord Chaitanya. И Харидас Такур говорит, обращаясь к Господу Чайтанье: Lord Chaitanya, Господь Чайтанья, please do not be in anxiety. пожалуйста, не беспокойся. Is this a devotee care? Это же и есть забота о преданных. Let's read about it. Давайте почитаем об этом. Of course, Lord Chaitanya is in the mood of a devotee. Конечно, Господь Чайтанья находится в настроении преданного. And Haridas Thakur is in the mood of serving the devotee. А Харидас Такур в настроении служения преданному. And so Haridas Thakur is saying to Lord Chaitanya, who's in the mood of a devotee, please don't be in anxiety. Итак, Харидас Такур говорит, обращаясь к Господу Чайтанье в настроении преданного, он говорит: пожалуйста, не беспокойся. Prabhupada says in the purport, И в комментарии Прабхупада говорит: these words of Haridas Thakur are just befitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of the Lord. Эти слова Харидаса Такура очень подобают преданному, который посвятил свою жизнь служению Господу. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, Когда Господь чувствует несчастье из-за состояния падших душ, the devotee consoles him, преданный успокаивает его, saying, произнося такие слова: My dear Lord, do not be in anxiety. «Мой дорогой Господь, не беспокойся». This is service. Это и есть служение. Everyone should adopt the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Каждый должен принять на себя миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, To try to relieve him from the anxiety he feels. и постараться избавить его от беспокойств, которые он испытывает. This is actually service to the Lord. Вот это и есть служение Господу. One who tries to relieve Sri Chaitanya Mahaprabhu's anxiety for the fallen souls Тот, кто пытается избавить Господа Чайтанью от беспокойств за падшие души, is certainly a most dear and confidential devotee of the Lord. несомненно, самый дорогой и сокровенный спутник, преданный Господу. Then Prabhupada says, to blaspheme such a devotee who is trying his best to spread the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is the greatest offense. И Прабхупада дальше говорит: и критиковать преданного, который изо всех сил старается распространить поклонение Господу Чайтаньи Махапрабху, это величайшее оскорбление. One who does so is simply awaiting punishment for his envy. Тот, кто поступает так, навлекает на себя наказание за свою зависть. So Prabhupada is explaining here that this is service. Итак, Прабхупада объясняет здесь, что это и есть служение. That Lord Chaitanya is in anxiety. Он говорит, Господь Чайтанья испытывает беспокойство. And anyone who tries to relieve his anxiety is doing very genuine, confidential service to the Lord. И каждый, кто пытается избавить его от беспокойств, выполняет очень важное и значимое служение для Господа. Now we know that Lord Chaitanya has no anxieties about material world. Мы знаем, что у Господа Чайтаньи нет беспокойств, связанных с материальным миром. Except there are many living entities who are trapped within the material world. Он беспокоится лишь о том, что в материальном мире запуталось много живых существ. And he is very anxious to deliver them. И он очень переживает за то, чтобы их освободить. This is one of the purposes for his descent. Это одна из целей его прихода в этот мир. He was very eager
to give the living entities conditioned by the three modes of material nature the opportunity to get out of the suffering of the material world by giving them the holy name of the Lord. Он очень сильно хотел дать возможность обусловленным душам, запутавшимся в материальном мире, освободиться через воспевание святого имени. In other words, Lord Chaitanya came as a physician to give the right medicine. Другими словами, Господь Чайтанья пришел как врач, чтобы дать подобающее лекарство. Enechio Shodhimaya Nashibarulagi Harinama Mahamancha Lao Tumi Magi. Enechi Oshadhimaya. I've come to give the medicine. Я пришел для того, чтобы дать вам лекарство. Medicine, of course, is just like what a physician does when he tries to relieve a suffering patient. He gives the patient medicine. Так же, как врач, когда он хочет помочь пациенту, который страдает, что делает врач? Врач дает ему лекарство. So Lord Chaitanya has come to give what he considers to be the medicine for those suffering repeated birth and death in the material world. И Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать то, что он считает подобающим лекарством для людей, страдающих в мире, повторяющихся рождений и смертей. And to the degree that one takes the holy name of the Lord and has faith in the holy name of the Lord, и в той степени, в которой человек принимает святое имя Господа и верит в святое имя Господа, on the strength of that faith, he becomes freed from the influence of the material world. На основе этой веры в святое имя Господа человек освобождается от влияния материального мира. A Vaishnava, a one who sees others suffering, he's thinking, what is the best thing I can do to help them with their suffering condition? Вайшнав, тот, кто видит страдания других живых существ, он думает, а что же я могу сделать самое лучшее для того, чтобы помочь этим живым существам избавиться от своих страданий. We oftentimes heard Srila Prabhupada say that a Vaishnava is one who's paradukha dukhi. Мы много раз слышали слова Шрилы Прабхупады о том, что вайшнав пара дукха дукхи. Paradukha dukhi means for himself, he has no anxieties. Пара дукха дукхи означает, что за самого себя он не беспокоится. But still he is in anxiety. Но все-таки он испытывает беспокойство. His anxiety when he sees others in anxiety. Он беспокоится, когда он видит, как другие люди беспокоятся. And he accepts their anxieties as his own anxiety. И он принимает их тревоги и беспокойства как свои собственные. This is how Vaishnavas experience anxiety. Вот такие у вайшнава тревоги и беспокойства. Now, of course, when we hear that, immediate reaction could be, I'm not that kind of a Vaishnava because I have a lot of anxieties. И, конечно, когда мы слышим эти слова, то сразу же мы думаем о том, ну, я не такой вайшнав, потому что у меня самого полно беспокойств и тревог. I would imagine there might be a lot here who might think that way. Я предполагаю, что многие здесь могут начать думать об этом. And I could easily think that way also. И я тоже могу так думать. That, yeah, there's definitely a lot of anxieties I have to deal with. Да, конечно же, у меня самого много беспокойств. I have to deal with health. Мне нужно решать вопросы, связанные со здоровьем. I have to deal with travel. Мне нужно решать вопросы, связанные с путешествиями. Getting on a plane, sometimes just the thought of getting on a plane for me and going through security check. Иногда даже мысль о том, чтобы сесть в самолет, пройти до этого досмотра, она уже вводит меня в беспокойство. When I look at a security check, immediately my mind just goes, no, not again. Как только я смотрю на этот пункт досмотра при посадке в самолет, мой ум сразу же говорит, нет, хватит. Many things I can think of that definitely put me in anxiety. И есть много других вещей, которые определенно вызывают у меня беспокойство. But also I have to think about what Srila Prabhupada wants me to do. Но также я должен думать о том, а что хочет от меня Шрила Прабхупада. And of course, by accepting anxieties for the service of those whose only anxiety is to help others in their Krishna consciousness, is spiritual anxiety. И, конечно, когда мы принимаем на себя тревоги и беспокойства для того, чтобы помочь тем, у кого единственное беспокойство – это дать другим сознание Кришны, это помогает нам духовно развиваться. Srila Prabhupada in one lecture, he explains that
the material world is called Kunta. В одной лекции Шрила Прабхупада объясняет, что материальный мир называется кунтха. Spiritual world is Vaikunta. Духовный мир — это вайкунтха. No anxiety. Там нет беспокойств. But material world is called Kunta. Но материальный мир называется кунтха. Means it's a place of anxiety. Это означает, что материальный мир — это место страданий. And in this lecture, Prabhupada said, there's no way to avoid it. И в этой лекции Прабхупада говорит, что невозможно избежать эти беспокойства. You're going to have to be in anxiety as long as you're in the material world. Пока вы находитесь в материальном мире, у вас обязательно будут беспокойства и тревоги. Cannot be avoided. Невозможно их избежать. Mamu pecha purnajama dukaliyama shashvatam. Krishna says this material world is dukaliyama shashvatam. It's temporary and full of miseries. Кришна говорит, материальный мир дукхалаям ашашватам, он временный и исполнен страданий. Krishna has already given that label in Bhagavad-Gita. Кришна уже дал этот ярлык, повесил его на материальный мир в Бхагавад-Гите. It's the nature of the material world. Он дал это определение, такова природа материального мира. It's temporary and it's filled with miseries. Временный и исполненный страданий. There will have to be anxiety. Обязательно здесь будут беспокойства. But Prabhupada in this lecture said there are two kinds of anxiety. Но в этой лекции Прабхупада говорит, есть два вида беспокойств. There's material anxiety and there's spiritual anxiety. Есть материальные беспокойства, а есть духовные беспокойства. Says material anxiety is the cause of bondage. Материальные беспокойства являются причиной рабства. Spiritual anxiety becomes the impetus for liberation. А духовные беспокойства ведут нас к освобождению. And then he gave an example of material anxiety. И затем он приводит примеры, что такое материальные беспокойства. And he gave the example, he says, just like a wealthy person. Он приводит такой пример, подобно тому, как есть богатый человек. He's thinking that, yes, it's so nice to have this wealth. И он думает, да, так здорово, что у меня так много богатства. Let me enjoy it. Да, буду-ка я им наслаждаться. So he thinks that, this is Prabhupada speaking. Вот Прабхупада об этом говорит, я просто... He says, so he thinks that enjoying his wealth is his way to overcome anxiety. И этот человек думает, что когда он будет наслаждаться своими богатствами, таким образом он избавится от своих беспокойств. Then he thinks, wait a minute, what should I do with this wealth? А потом он думает, так, минуточку, а что же мне делать со всеми этими деньгами? How should I spend it? Как мне их потратить? Where should I keep it? А где мне их хранить? If I keep it there, it might not be safe. Если я их буду там хранить, возможно, это небезопасно. Maybe I should put it there. Может быть, мне лучше туда их? Oh, but that's not a safe investment. Нет, но это небезопасное вложение, ненадежное. I might lose it if I put it there. Если я туда вложу деньги, я могу их потерять. Maybe I should put it under my bed, under my pillow. Может быть, мне их под подушку спрятать? No, that's not a safe place. Нет, это небезопасно. So Prabhupada gave different examples of how a person thinks that his wealth will make him anxiety-less, but it only increases anxiety. Now what do I do with it? И Прабхупада приводит разные мысли, которые приходят этому человеку, куда направить свое богатство, для того, чтобы у него стало меньше беспокойств. Но на самом деле от этого беспокойства его лишь увеличиваются. And he's always in anxiety. И так он все время беспокоится. Is it safe? А безопасно ли это? He keeps on checking to see, is it safe? Is the bank gone out of business? И все время проверяет, так, этот банк работает, все нормально. Is my investment safe? Мои вложения в безопасности? He has to check every hour. Каждый час он проверяет. See, is my investment safe? В безопасности ли мои вложения? And then, as soon as he shows a sign of it not being safe, immediately he thinks, sell, sell, sell. I have to sell it so I don't lose any more than I've already lost. Появляются признаки того, что эта инвестиция была не очень выгодной, он сразу же начинает думать, так, надо срочно это продавать, чтобы еще больше потерь не понести. Did you ever see the faces of the people at the stock market exchange? Вы видели лица людей на фондовой бирже? Are they in bliss? Они что, в блаженстве? Are they anxiety-less? Можно ли сказать, что они свободны от беспокойства? They're always in anxiety. Они все время в беспокойствах. Always. And they're always looking for ways to get rid of the anxiety. Они все время ищут способы, чтобы избавиться от беспокойств. Right?
They're drinking intoxication, they're Пьют taking their одурманивающие intoxications. вещества, одурманиваются. So many different types of vices they have to indulge in, thinking that this temporary relief is going to help me overcome my anxiety. Они занимаются разными видами греховной деятельности в надежде, что это облегчит мои беспокойства. Of course, Prabhupada didn't elaborate on material anxiety as much as I just elaborated. Much more. Prabhupada didn't Ага. elaborate as much as I just elaborated. И в своей лекции Прабхупада больше, чем я сейчас сказал, он в большей мере не описывал материальные We just беспокойства. made the point simply that material world means you have to be in anxiety. Он просто подчеркнул, что материальный мир означает, что обязательно вы будете испытывать беспокойство. He said, but spiritual anxiety is purifying. Но Прабхупада говорит, духовные беспокойства очищают. If you have to be in anxiety, better it's spiritual anxiety. Если уж вам в любом случае суждено испытывать беспокойство, лучше испытывайте духовные беспокойства. Because spiritual anxiety will purify one's existence. Потому что духовные беспокойства очищают бытие человека. And it will bring one to a higher state of realization and purification where one will realize, yes, I have no connection with this material world. Они возвышают человека на более высокий уровень сознания, и человек понимает, что да, я никак не связан с материальным миром. So Prabhupada gave an example of spiritual anxiety. И Прабхупада приводит пример духовных беспокойств. The example he gave is like a temple president. Он приводит пример президента храма. He said, just like the temple president, he also has to think about where's money, where's money. Он говорит, президент храма тоже должен думать, где взять деньги, где взять деньги. Materialist thinking, where's money for his sense gratification. But the temple president is supposed to be thinking, where's money for Krishna's service. Материалисты думают, где взять деньги для своих наслаждений. А преданный думает, где взять деньги для служения Кришне. Of course, be careful how you take these statements. Конечно, будьте осторожны, как вы воспримете это утверждение, Because you can take it too far, потому что можно зайти слишком далеко. and you can bring it to the point that anybody who walks in the door, you just approach them saying, I heard from Ниранджана Свами that Prabhupada said we should always be looking for money. Where's money? Where's money? Потому что если довести это утверждение до крайности, тогда можно каждому человеку, который заходит в двери храма, вы будете подходить и говорить, я слышал от Ниранджаны Свами, что преданный должен беспокоиться о деньгах, поэтому скажи мне, где взять деньги, где деньги? And immediately, as soon as somebody walks in the door, then the ruble signs start going through the eyes. И как только кто-то заходит в двери храма, сразу же у вас в глазах загораются значки рублей. What does he have in his pocket? Так, интересно, сколько у него в кармане? How many rubles? Сколько рублей? Where's money? Where's money? Где взять деньги? Где деньги? No, I'm not, that's not what I'm suggesting, and that's not what Prabhupada meant. Вот я не об этом говорил, и не об этом говорил Прабхупада. Prabhupada meant to take upon oneself the anxiety how to find Lakshmi for Krishna's service, for the deities. Прабхупада говорил о том, что преданный принимает на себя беспокойство, где найти Лакшми для служения Кришне, для поклонения божествам. And although he may be in anxiety, where is Lakshmi for Krishna's service? И хотя преданный может беспокоиться, а где же Лакшми взять для служения Кришне? He should be very expert in knowing how to encourage others to engage in Krishna's service. Но преданный должен быть очень опытным и сведущим и знать, как вдохновить других людей в служении Кришне. Being very expert means he knows how to inspire others for Krishna's service. И быть сведущим и опытным означает, что он знает, как вдохновить других людей служить Кришне. Not that he knows how to discourage everybody who walks in the door to think that's the only thing we want from them. Это не означает, что обескураживать и лишать вдохновения каждого человека, который входит в храм, потому что человек начинает думать, что единственное, что нам от них нужно, это деньги. That kind of person puts everybody else in anxiety. Вот такой человек, он всех остальных причиняет беспокойство всем другим. They just simply try to avoid. That's all they think of when they see me. И человек начинает думать, что вот у них только об этом и мысли все. But instead, what we should be thinking about when somebody walks in the door is
how can I help them with their faith in Krishna consciousness? Но на самом деле, когда кто-то заходит в двери, приходит, единственное, о чем мы должны думать, о том, как усилить веру этого человека в сознании Кришны. Because in the marketplace of the holy name of the Lord, the currency that has real value is faith. Потому что на рынке святого имени Господа валюта, которая обладает ценностью, это валюта веры. And Lord Nityananda, who is a servant of Lord Chaitanya, И Господь Нитянанда, слуга Господа Чайтаньи, who's always thinking about how to serve Lord Chaitanya's desires and how to serve his anxieties. все время думает о том, как исполнить желание Господа Чайтаньи, как облегчить его беспокойство. Lord Nityananda is always thinking about how to awaken faith in others, in Lord Chaitanya. Господь Нитянанда постоянно думает о том, как пробудить в других веру в Господа Чайтанью. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gauranga Nama. This is said about Lord Nityananda. Lord Nityananda is saying, Bhaja, please worship Lord Gauranga. Эти слова о Господе Нитянанде, и он говорит: пожалуйста, поклоняйтесь Господу Гауранге. Please speak about Lord Gauranga. Пожалуйста, говорите о Господе Гауранге. Please take the name of Lord Gauranga and worship that name. Пожалуйста, возьмите имя, примите имя Господа Гауранги и поклоняйтесь этому имени. And then Lord Nityananda says that anyone who adores my beloved master, Lord Chaitanya, Lord Gauranga, is more dear to me than my own life. И затем Господь Нитянанда говорит: каждый, кто восхищается моим возлюбленным господином, Господом Гауранги, Господом Чайтаньей, такой человек для меня дороже моей собственной жизни. It was Lord Nityananda who was thinking about Lord Chaitanya's anxiety. Вот пример Господа Нитянанды, который думал о том, как облегчить беспокойство Господа Чайтаньи. And he accepted that anxiety as his own. И эти желания, беспокойство Господа Чайтаньи он принял как свои собственные. And anyone he met, he was simply trying to increase their faith in Lord Chaitanya. И кого бы он ни встречал, единственное, что он делал, он пытался усилить веру этого человека в Господа Чайтанью. And what is it that increased others' faith by coming in contact with Lord Nityananda? И когда эти люди соприкасались с Господом Нитянандой, что же усиливало их веру? What increased others' faith was simply by seeing that he had no other desire than to please Lord Chaitanya. Их вера увеличивалась просто от того, что они видели, что у него нет никаких других желаний, кроме как удовлетворить Господа Чайтанью. He didn't want anything else. Он не хотел ничего больше. He didn't want anything from them. Ничего другого он от них не He didn't хотел. come for them and ask them for something else. He just wanted, please chant Krishna's names, worship Krishna. Он ничего от них не хотел. Единственное, о чем он их просил: пожалуйста, повторяйте имя Кришны, поклоняйтесь Кришне. What is it? Bhajo Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna Siksha. Please worship Krishna. Please chant Krishna's names. Please take Krishna's instructions. Пожалуйста, поклоняйтесь Кришне. Пожалуйста, воспевайте имена Кришны. Пожалуйста, примите наставления Кришны. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna is your mother. Krishna is your father. Krishna is the wealth of your life. Кришна ваша мать, Кришна ваш отец, Кришна само богатство вашей жизни. This was Lord Chaitanya's instructions. Please go out and tell others to take up these instructions. Такое наставление дал Господь Чайтанья. Идите на улицу и просите людей принять эти наставления. And Lord Chaitanya told both Lord Nityananda and Haridas Thakur to go around the streets, patrolling in the streets, and try to get others to chant Krishna's name. И Господь Чайтанья попросил, сказал Харидасу Такуру и Господу Нитянанде ходить по улицам и обращаться к каждому, прося воспевать имена Кришны. And then every evening you come back to me and I want to know what the results were. И он сказал: а каждый вечер после этого приходите ко мне, я хочу узнать, какие были ваши результаты. What results did he want? Какие же результаты он ждал? I want to know who chanted Krishna's name today. Я хочу узнать, кто сегодня воспевал имя Кришны. That's what Lord Chaitanya wanted to hear from Nityananda. Tell me who chanted. Give me the list. Who chanted? Именно это Господь Чайтанья хотел услышать от Нитянанды. Кто сегодня повторил имя Кришны? Дайте мне список, кто повторил имена Кришны. Because that's what he came for. He came to give everyone, as much as possible, the holy name of the Lord.
Потому что ради этого Он пришел. Он пришел для того, чтобы дать каждому, насколько это возможно, святое имя Господа. Because that's the right medicine. Потому что это и есть подобающее It's the лекарство. right medicine for the disease in the age of Kali. Это подобающее, то самое лекарство от болезни века Кали. And Lord Nityananda was the right agent. И Господь Нитьянанда был тем самым правильным агентом. Why was he the right agent? А почему же он правильный агент? He was the right agent because even those who didn't have faith, he awakened faith. Потому что он пробуждал веру даже у тех, у кого этой веры не было. We oftentimes give a very simple example Мы часто приводим очень простой пример. of the Namhata, the marketplace of the holy name of the Lord. Пример Намахаты, рынка святого имени Господа. That the holy name of the Lord is meant to be purchased in the Namhata, in the marketplace. of the Святое holy имя name. Господа нужно купить на Намахате, на рынке святого имени. And sometimes when we hear about the necessity to purchase the holy name, it may cause bewilderment. И иногда, когда мы слышим о том, что святое имя необходимо приобрести, это вводит нас в замешательство. Because we've been told so many times it's meant to be freely distributed. Why do we have to purchase it? Потому что мы много раз слышали, что святое имя нужно раздавать бесплатно всем. Почему же здесь говорится, что его нужно купить? So what confuses us is when we hear that there's a price that one needs to pay to get the pure holy name. И нас сбивает это с толку, когда мы слышим, что для того, чтобы обрести святое имя Господа, нужно заплатить цену. So the price is faith. И цена за чистое святое имя – это вера. It's the only currency that's used in the marketplace of the holy name. Это единственная валюта, которая используется на рынке святого имени. No other currency is of any value there. На этом рынке никакая другая валюта не обладает никакой In ценностью. fact, if somebody comes in with false currency, then they can't get the pure name. На самом деле, если человек приходит на этот рынок с какой-то ложной, неправильной валютой, то он не сможет купить святое имя. Because false currency can't purchase the real thing. Потому что ложная, поддельная валюта, деньги не смогут купить настоящую вещь. Just like if you go to the money exchange and give some false currency and they look at it, said, this is false currency, we can't accept this. Например, если вы придете в обменник и дадите поддельные, фальшивые купюры, у вас их не примут. Вам скажут, нет, это фальшивка, мы это не примем. You can't anything for it. Ничего вы не получите за фальшивку. Similarly, in the marketplace of the holy name, false currency can't purchase the pure name. И также на рынке святого имени поддельная валюта, на нее нельзя купить святое имя. The only currency that is accepted is faith. Единственная валюта, которая принимается там, это вера. Even a little faith. Даже немного веры. And the reason why we say Lord Nityananda was the best agent to distribute the holy name И почему мы говорим о том, что Господь Нитьянанда был самым лучшим агентом по распространению святого имени? is because his method of giving the holy name of the Lord awakened faith in those who previously even didn't have any faith at all. Потому что его метод распространения святого имени пробуждал веру у тех, у кого до этого никакой веры не было. He would fall on the ground, tears in his eyes, Он падал на землю, в его глазах стояли слезы, his hands clasped, руки его были сжаты в ладони. and he would beg И он умолял with tears, со слезами на глазах: please chant Krishna's name. пожалуйста, повторяйте имя Кришны. Please worship Krishna. Пожалуйста, поклоняйтесь He Кришне. didn't want anything except to go back to Lord Chaitanya and to report who chanted Krishna's names. И он не хотел ничего, кроме как вернуться к Господу Чайтанье и рассказать ему о том, кто повторил имя And Кришны. people would look at him and say, wow, he really wants me to chant Hare Krishna. Люди смотрели на него и думали: вау, он действительно хочет, чтобы я повторил Харе Кришна. He doesn't want anything else from me. Он больше ничего ему от меня не нужно. He doesn't want my money. Ему не нужны мои He's деньги. not considering my position. Его не интересует мое положение. He's not considering my looks, Мои- appearance. Его не интересует моя внешность. He makes no discrimination. Он вообще не проводит никаких All he различий. wants is me to chant this name. Единственное, что он хочет от меня, это чтобы я повторил это имя. And when somebody approaches somebody else and he has no other desire except to help that person, that awakens faith. Когда человек обращается к другому человеку, и у него нет никаких других желаний, кроме как помочь ему,
Это пробуждает веру. But sometimes people think, wait a minute, what's he want? Но зачастую люди думают, минуточку, наверное, он что-то хочет от меня. Because we have so much experience in the material world that anybody who makes an effort to get me to do something, he wants something from me. Потому что в материальном мире у нас есть такой опыт, что всегда, когда кто-то что-то для меня делает, наверняка он что-то от меня хочет. What's the catch? Что-то он ждет от меня. What does he want? В чем тут подвох? Что он хочет? So sometimes people are doubtful. И иногда люди сомневаются. But by continuous exposure to somebody who doesn't want anything, it starts to awaken faith. Но когда человек снова и снова соприкасается с людьми, которые от него ничего не хотят, ничего не ждут, это пробуждает веру. That's what Lord Nityananda does. Именно это делает Господь He Нитянанда. awakens faith because he doesn't want anything else except for others to chant Krishna's name. Он пробуждает веру, потому что он не хочет ничего, кроме как, чтобы этот человек повторил имя Кришны. So the example that is given И вот приводится пример. is that although in the marketplace of the holy name of the Lord, one has to purchase the pure holy name with faith. Хотя на рынке святого имени человек должен купить чистое святое имя, заплатив валюту веры. What does somebody do who doesn't have any currency? А что же тогда делать человеку, у которого нет никаких денег, ничего нет? What's supposed to happen for him? А что с ним-то будет? He can't purchase it. Он не может ничего He купить. doesn't have any currency. Нет у него никаких денег. So what does Lord Nityananda do? И что же делает Господь Нитянанда? He gives him a free sample. Он дает ему бесплатный образец попробовать. Right? Free sample. It's a little sample. Небольшой образец попробовать. You ever have that experience? У вас был такой опыт в жизни? You're walking downtown and somebody stands there and hands out a little packet and says, here, try this free sample. Вы идете по городу, и какой-то человек стоит и что-то бесплатно раздает и дает вам. Попробуйте, это вот бесплатно. What do they want? Чего они хотят? They want you to use it. Они хотят, чтобы вы попробовали это. And if you use it and it can appreciate, yeah, it really does what it says. И если вы попробуете, и вам понравится, да, это действительно так, как говорят об этом, Then you'll come back and buy more. тогда вы вернетесь и купите еще. That's what they want. Вот каков их план. So they give a free sample. Thank you. I'll take free sample. Поэтому они дают бесплатно, и человек думает, о, это бесплатно, спасибо, бесплатно мы возьмем. But they want you to come back and buy more so that they can get more currency and put it in their pocket. Но они хотят, чтобы вы вернулись и купили у них еще много, чтобы вы отдали им свои деньги, а они положили их к себе в карман. But what does Lord Nityananda want? Но чего же хочет Господь Нитянанда? Lord Nityananda says, here's a free sample. Господь Нитянанда говорит, вот, бесплатный образец. Please, try it. Пожалуйста, попробуйте. Chant Krishna's name. Even once, just chant Krishna's name, please. Повтори имя Кришны, хотя бы раз, пожалуйста, повтори имя Кришны. He falls on the ground, begs him, please chant. Он падает на землю и умоляет, пожалуйста, попробуй, пожалуйста, повтори имя Кришны. So he chants. И человек повторяет. And what does Lord Nityananda do? А что делает Господь Нитянанда? Lord Nityananda gives a free sample because he wants somebody to come back and purchase more. Господь Нитянанда раздает этот бесплатный пробник, потому что он хочет, чтобы человек попробовал его, вернулся и взял еще. But Lord Nityananda he's the principal trader. Но Господь Нитянанда это изначальный торговец. He's already got so much faith. У него он уже так много веры. It's not like he needs to get more faith for himself. Это не так, что он хочет что-то заработать и заработать для себя побольше веры. He's the principal trader. He's got it all. Он собственник всего этого, поэтому у него вся вера. He's got salespeople going out selling on his behalf. Он владелец, и разные торговцы, торговые представители ходят и продают от его имени. He's got brokers going out. Брокеры работают на него. Bhagavad-Gita is the song of the broker. Бхагавад-Гита это песня брокера. What do the brokers do? А что же делает брокер? They go out and they negotiate a contract between the purchaser and the trader. Эти продавцы, они ходят и они подписывают контракты между покупателем и собственником. And then they get their commission. И за это они получают свою комиссию. What's their commission? В чем же заключается эта They get more комиссия? faith. Они получают больше веры.
Right? So simply by brokering that deal, they get their commission, they get more faith by giving others faith. Просто подписывая этот договор, заключая эту сделку, они получают свою комиссию. Их вера усиливается, потому что они продали веру. The salesmen, they have their goods on their head, they go from village to village carrying the goods. Эти торговцы, продавцы, они ходят от деревни к деревне, на голове своей носят товары, которые они хотят продать. They've already purchased, Они их уже купили, and now they're selling, а теперь продают. and then they get their profit. И на этом они What зарабатывают. is their profit? И в чем их выгода? They get more faith. У них становится больше веры. Why? Почему? Because they're giving the pure holy name. Потому что они раздают чистое святое имя. They got the pure holy name, they're giving the pure holy name. Они получили чистое святое имя, и теперь они его раздают. They don't want anything else except Lord Chaitanya's pleasure. И они не хотят ничего, кроме удовольствия Господа Чайтаньи. That's all they want. Это единственное, что важно для них. That's all Lord Nityananda wants. Это все, чего хочет Господь Нитянанда. So when Lord Nityananda gives somebody a free sample, Итак, когда Господь Нитянанда дает какому-то человеку бесплатный образец, and the person uses the free sample and says, hey, that's pretty good, человек использует этот пробник бесплатный и думает: о, так это классно. then immediately they have some currency to buy more. И сразу же у человека появляется валюта, чтобы купить еще. Because they have some faith. Потому что вера у них появилась. Lord Nityananda gave them a little faith. Господь Нитянанда дал им немного веры. So they have some faith. I want more. И вот у них есть вера: да, я хочу еще. So then after they get the free sample, they have currency and they say, here's my faith. И когда они получили этот пробник, теперь у них есть валюта, и они дают и говорят: я хочу еще, дайте мне веры. So Lord Nityananda says, okay, I'll take your faith. У меня есть вера, дайте мне еще святое имя. Господь Нитянанда говорит: хорошо, я возьму вашу веру. Now, please chant the holy name with more faith. Теперь, пожалуйста, воспевай святое имя с еще большей верой. And if you chant with more faith, И если ты будешь воспевать с еще большей верой, I'll give you what you just gave me back. я отдам тебе то, что ты только что мне дал, я тебе назад отдам. So you can add it to the profit you've already made. Поэтому это еще добавится к твоей прибыли. And now you have more. И теперь у тебя будет больше. So you can come back and purchase more. Поэтому ты сможешь вернуться ко мне и еще больше купить. What marketplace do you know that does business like that? Вы знаете такие рынки, где так строится бизнес? Thank you for buying our goods. Спасибо большое, что купили наши товары. Now, I'm glad you appreciate the value of the goods. Я очень рад, что вам понравились наши товары. I want you to get more, Я хочу, чтобы вы еще больше купили. a bigger bottle. Больше бутыль. So now you take what you've just gotten. Поэтому возьмите то, что вы только что купили. I'll give you back what you already paid. Я отдаю вам назад то, что вы заплатили за это. Now you can buy a bigger bottle. И теперь вы можете купить еще больше бутылку. And then, yeah, use the bigger bottle. И человек думает: да, конечно, возьму бутыль побольше. And the result is what happens. И что происходит в результате? If I really use it with faith, Если я действительно использую это с верой, my faith grows. то моя собственная вера I get more растет. faith. У меня становится больше Yeah, веры. this pure holy name is really something very valuable. Это чистое святое имя, это действительно нечто очень ценное. I want more. Я хочу еще. In fact, I'm getting a little greedy for it. На самом деле у меня уже жадность появляется, мне хочется больше. I want more. Я больше хочу еще. Can you help me? Можешь помочь? Yes, Конечно, I can help you. могу помочь. Purchase with what you have, and I'll give it back what you've purchased so that you can get more. But you have to use it. If you don't use it, you won't get any more. Заплати мне, отдай то, что у тебя есть, а я потом тебе это верну, и ты еще купишь на это. Но главное, ты должен это использовать. To use it means that one has to be very careful. И что значит, что использовать это? Использовать это означает, что человек должен быть очень осторожен. Bhaktivinoda Thakur explains that those who are in the marketplace of the holy name, Бхактивинода Тхакур объясняет, что те, кто находится на рынке святого имени, their qualification for the pure holy name is that even in their private discussions, их квалификация для получения чистого святого имени состоит в том, что даже когда они общаются лично, один на один, и никого больше нету, they're very careful to avoid discussions about karma and yaman. даже в таких конфиденциальных разговорах они очень тщательно избегают разговоров о карме и гьяне. They're not interested in material fruits. Их не интересуют материальные плоды. They're not interested in
Jnana, mental speculation. Их не интересует гьяна, умственные измышления. They've given up all mental speculation Они отказались от всех умственных измышлений. because they understand that, yes, I can give up all mental speculation because I have faith in the holy name. Они понимают, я могу оставить все измышления, потому что у меня есть вера в чистое святое имя. Lord Brahma in his prayers to Krishna says, those who are engaged in devotional service of the Lord, they give up all this mental speculation. Господь Брахма в своих молитвах Кришне говорит, те, кто занимаются преданным служением, оставляют все умственные измышления. The mental speculators, they will not get the fruit of their hard labor. Те, кто заняты умственными спекуляциями, размышлениями, они не получат плодов своих тяжких трудов. Those who try to understand Krishna by mental speculation, they'll get some fruit. Те, кто пытаются постичь Кришну с помощью своих умственных измышлений, они получат определенный плод. But he says it's like beating an empty husk of wheat to get grain. Но он говорит, это подобно тому, как молоть уже пустую шелуху, пытаясь извлечь из нее зерно. If you beat an empty husk of wheat to get grain, you get fruit. Можно перемалывать эту пшеничную шелуху в надежде получить какое-то зерно. You don't get grain because there's none there. Но зерна вы там не найдете, потому что его там просто нет. The fruit is you get is your hard labor. А какой же плод вы получите? Вы получите плод тяжелого труда. That's the fruit. Вот в этом и будет результат. But Krishna is not obtainable by such mental speculation. Но Кришну невозможно обрести с помощью So умственных even in измышлений. private discussions, persons who have faith, they give up such discussions about karma and jnana. Поэтому даже в личных конфиденциальных беседах люди, у которых есть вера, избегают разговоров на тему кармы и It гьяны. doesn't mean that they can't have an honest means of livelihood. Это не значит, что они не могут честно зарабатывать себе на жизнь. It doesn't mean that they can't earn an honest salary to maintain themselves and their families. Не значит, что они не могут честно работать и получать зарплату для того, чтобы поддерживать себя и свою семью. That's not mundane karma. Это уже не мирская карма. That's gauna dhamma. Gauna dhamma. Это гауна дхарма. Dhamma. Gauna dhamma means secondary religious principles. Гауна дхарма, то есть вторичные религиозные принципы. To maintain a body is necessary. Необходимо поддерживать свое тело. To work to maintain a body is necessary. И работать для того, чтобы поддерживать свое тело, это необходимость. Why is it necessary? Почему это необходимо? Because the body is a very valuable vehicle. Потому что наше тело – это очень ценное средство. And within the human form of life, if one uses the human form of life to its full potential, И человек, и живое существо, если оно использует человеческую форму жизни по максимуму, без they'll потенциала, realize the value of the human form of life is that one can chant Hare Krishna and hear about Krishna. ценность человеческой формы жизни в том, что человек может воспевать святые имена Кришны и слушать о Кришне. One can awaken their faith in the pure holy name. И человек может пробудить веру в чистое святое имя. So anybody who works to maintain the body for the purpose of increasing their faith in the holy name of the Lord is Gauna Dhamma. Каждый, кто трудится для того, чтобы поддерживать свое тело, ради того, чтобы обрести веру в чистое святое имя, занимается гауна-дхармой. But if they maintain the body for sense gratification, that's not Gauna Dhamma. Но если они поддерживают тело для чувственных наслаждений, это не гауна-дхарма. If they think, yes, I need to maintain my body, Dharma, Mukhya Dhamma, some other time. Если человек думает, да, мне надо тело поддерживать, а мукхья-дхарма, ну это потом когда-нибудь. Mukhya Dhamma is the primary religious principle. Мукхья-дхарма – это главные, основные религиозные принципы. Gauna Dhamma is the religious principle which supports Mukhya Dhamma. Гауна-дхарма – это религиозные принципы, которые поддерживают, подпитывают мукхья-дхарму. Everything has meaning when it's connected to Krishna. У всего есть свой смысл, когда это связано с Кришной. Just as Prabhupada says, you have so many zeros, they add them up to equal zero. Как Прабхупада говорит, у вас может быть много нулей. Если вы их сложите все вместе, это по-прежнему будет ноль. But if you put one in front of all those zeros, every zero has a meaning. Но если вы поместите единицу перед всеми этими нулями, то каждый из этих нулей обретет смысл. Just by the presence of one in front of all of those zeros. Так же, как когда мы ставим единичку перед множеством нулей, Every zero becomes important. тогда каждый нолик становится важным. But without one, Но без единички they're all zero. все это нули.
It's the one that gives them value. Именно единица дает ценность всем этим нулям. Similarly, it's Krishna that gives value to our work. Подобно этому ценность нашей работе приносит Кришна. It's Krishna who gives value to everything. Кришна приносит ценность всему. If we add Krishna, then anything can be used for Krishna's service and retain its original spiritual qualities. Если мы добавляем Кришну, тогда все можно использовать для удовлетворения Кришны, и это обретает свое изначальное духовное качество. This body, this wealth, everything can be dovetail for the service of the Lord. Тело, богатство, все может быть использовано в служении Господа. So, therefore, Bhaktivinoda Thakur says that one has to be very careful that in private discussions about the holy name, he shows only interest in chanting the pure holy name. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что нужно быть очень осторожным и даже в личных беседах проявлять интерес только к чистому святому имени. Prabhupada oftentimes quoted the verse Bhukti Mukti Sprihayavat Pisachi Hiri Vartate, that Bhukti and Mukti are like two witches which haunt one like a ghost. Прабхупада часто цитировал этот стих, в котором говорится, что Бхукти и Мукти — это как две ведьмы, которые нападают. Bhukti means sense enjoyment. Бхукти означает наслаждение чувств, Fruitive gain. корыстная деятельность. Mukti means freedom from or liberation. Мукти означает освобождение, The desire to become freed from all suffering in this world. желание освободиться от всех страданий этого мира. Bhukti Mukti Sprihayavat Pisachi Hiri Vartate. They're like two witches that haunt one like a ghost. Это как две ведьмы, которые, подобно призраку, нападают на человека. As long as one is haunted by these two witches, И если на человека напали, это две ведьмы. one can never get a taste Пока человек находится под pure devotional service. влиянием этих ведьм, он никогда не сможет обрести вкус к чистому святому No имени. taste. Не будет вкуса, As long as one is haunted by these witches. пока человек атакован этими ведьмами. So the point that we're making, back to the original point about Haridas Thakur relieving the anxiety of the Lord. И теперь, возвращаясь к изначальной теме о том, как Харидас Такур избавляет Господа Чайтанью от беспокойств. That if we want to relieve our own anxiety, Если мы хотим избавиться от своих беспокойств, and if we want to relieve the anxiety of others, и если мы хотим помочь другим, то облегчить их беспокойство, then Srila Prabhupada says this is real service, how to relieve the anxiety of the Lord. Шрила Прабхупада говорит, это и есть настоящее служение, как избавить Господа от беспокойств. It's to think about others. Нужно думать о других. How to awaken faith in Krishna consciousness in others. Как пробудить у других веру в сознание Кришны. It doesn't mean that we don't care for the other problems that they may have to face in life. Это не значит, что нас не беспокоят разные другие проблемы, которые могут быть в жизни этих людей. Sometimes you might be surprised to find that when you focus on devotional service, Иногда вы можете удивиться, что когда вы сосредотачиваетесь на преданном служении, it really works. это действительно работает. It really helps us to deal with so many problems. Это действительно помогает нам разобраться с множеством проблем. They become so insignificant, they go away. Они становятся такими незначительными, они просто уходят. But if we simply dwell on how to deal with each problem one by one, it only increases our anxiety. Но если мы погружаемся в них и пытаемся разобраться со всеми этими проблемами, решить их одну за другой, то это только увеличивает наше беспокойство. I'll give you an example. Приведу вам пример. I came upon this the other day when I was doing a little research. На днях я проводил небольшое исследование. It was I've recently told other devotees about this as well, but I have more detail today. Я недавно рассказывал об этом преданным, но сейчас у меня более подробная есть информация. Just one example. Один пример. I can give many examples. This is just one example. Я могу много примеров привести. Это всего лишь один пример. It was in 2013. В 2013 году. 2013? No, it wasn't 2013. 2010, excuse me. Нет, 9 years ago. Простите, 9 лет назад, в 2010 году. I have a god brother.
У меня был духовный брат, who was suffering from cancer. который сильно страдал от рака. And it was difficult, obviously, it was difficult for him to go through the different degrees he had to go through. И очевидно, что ему было очень тяжело проходить через все эти испытания. And sometimes it's just happens that way when you hear about somebody who's undergoing some difficulties, you want to reach out and help them. И иногда бывает так, что когда вы слышите о человеке, у которого много трудностей, вам хочется что-то сделать и как-то ему помочь. It's natural. Это естественно. At least for most devotees, we want to do what's best to try to help others when they're undergoing some physical difficulty. По крайней мере, большинство преданных, естественно, захотят как-то помочь человеку, когда он сталкивается с большими трудностями. And this is an important point also, that when I'm speaking about, yes, the best way to help others in difficulty is to increase their faith in the holy name. И также я говорил, что лучший способ помочь людям справиться с их трудностями – это увеличить их веру в чистое святое имя. But it doesn't mean we should become callous to their suffering. Но это не означает, что мы должны стать равнодушными к их страданиям. It doesn't mean that we see them undergoing great difficulties, we just say, "Oh, Prabhu, just chant Hare Krishna." Это не значит, что когда мы видим, как эти люди испытывают страдания, мы просто им говорим: «Прабху, повторяй Харе If you Кришна». chant Hare Krishna, then Krishna will take care of all these things. Если ты будешь Харе Кришну повторять, то Кришна обо всем побеспокоится. Vaishnava is, like I said, paradukha dukhi. He feels for others' suffering. Как я уже говорил, Вайшнав парадукха духи, он переживает, видя страдания других. And to give a callous answer like that doesn't really demonstrate that one feels for others' suffering. И когда мы даем такие холодные, равнодушные советы, это не выглядит как проявление нашего сочувствия другим. Even though it's true, Даже хотя по сути это правда. but we should still, when we see others suffering, we should try to help them. Но все равно, когда мы видим, как другие люди страдают, мы должны стараться помочь им. But one way to help them is to share our faith. И один из способов, как мы можем им помочь, это поделиться своей верой. So I was thinking about this God brother that I heard that he was getting to an advanced stage, so I decided I want to call him. И вот я думал об этом своем духовном брате, у которого уже была очень развитая степень рака, и я решил как-то помочь ему, позвонить ему. And I was in a lot of anxiety. И у меня было много I беспокойства. remember I was in anxiety. I'm thinking, what am I going to say? Я помню, я сильно беспокоился и думал, а что я ему скажу? I have to deal with that a lot sometimes. It's a lot of anxiety. И иногда у меня бывают такие беспокойства, это действительно сильное беспокойство. What do I say to this person to help them? А что же я могу сказать этому человеку, чтобы помочь ему? So I called. His godbrother's name is Grahila. И вот я позвонил своему духовному брату, его звали Грахила. And I had a friendly relationship with him. Мы с ним были друзьями. He was married to a disciple of mine. Его жена была моей ученицей. But I even knew them from before that. Но я знал его еще до этого. Actually, one of the service that he did for much of his life as a devotee was he indexed Srila Prabhupada's books before there were any computers. На самом деле, одно из служений, которое он делал, заметную часть своей жизни в преданном служении, он составлял предметный указатель к книгам Шрилы Прабхупады. Это было еще задолго до того, как появились компьютеры. He was a very expert indexer. И он очень умело это делал. So I called him И вот я one ему night. He позвонил. was in Mayapur, and I can't remember where I was. Он был в Майпуре, я не помню, где я был в это время. And it just so happens it was at a very advanced stage. И в это время у него рак уже очень сильно развился. And I was thinking, what can I tell him? И я думал, ох, что ж я ему скажу? But instead of telling you what he told me on the phone, I'm going to read something which I wrote the following morning. Но вместо того, чтобы сказать вам, какие слова он произнес, обращаясь ко мне по телефону, я хочу зачитать вам то, что я написал на следующее утро после этого разговора. I wrote this the following morning and I shared it with my godbrother Shiva Maharaj. На следующее утро после этого разговора я записал эти строки и поделился ими со своим духовным братом Шиварамой And Махараджем. I said, this morning at 7:47 a.m. in Mayapur, a very wonderful devotee and dear godbrother Grahila Prabhu
departed this world. Я написал: сегодня утром в 7:47 утра замечательный преданный, наш духовный брат Грахила Прабху, ушел из этого мира, to continue his service to Srila Prabhupada, чтобы продолжить свое служение Шриле Прабхупаде, wherever Prabhupada wants Grahila to assist him. там, куда Шрила Прабхупада его позвал, чтобы он ему помогал. Of this I have absolutely no doubt. В этом я совершенно нисколько не сомневаюсь. Yesterday in a phone conversation with Grahila Prabhu, Вчера, во время телефонного разговора с Грахилой Прабху, I was amazed я был поражен, to hear how joyful, satisfied, and Krishna conscious he was. услышав, какой он радостный, удовлетворенный и насколько он в сознании Кришны. Just hours before his departure from this world. Это было всего за несколько часов до его ухода из этого мира. During my conversation with him, I mentioned that there was no need to speak about anything in the past. Во время моего телефонного разговора с ним я упомянул, что нет смысла говорить ни о чем, что было в прошлом. Other than the fact that he was so fortunate to have come in contact with Srila Prabhupada in this life. Главное это то, насколько он удачлив, соприкоснувшись со Шрилой Прабхупадой в этой жизни. When I told him that now was the time to think only about the future, И когда ему сказал, что сейчас пришло время думать только о будущем and the future opportunities for service, и о будущих возможностях служения, which Grahila Prabhu would be given as a result of Srila Prabhupada's blessings, которые будут дарованы Грахиле Прабху как результат благословений Шрилы Прабхупады, it immediately became clear to me that he was already completely fixed in that mindset. мне сразу же стало понятно, что он уже полностью утвержден именно в таком умонастроении. I sensed there was no fear in his heart at all. Я почувствовал, что в его сердце вообще нет никакого страха. Grahila Prabhu then went on to tell me that he could not possibly describe how fortunate he was. И Грахила Прабху стал мне говорить о том, что он даже не может описать, как ему повезло. In all respects. Во всех отношениях. He said that his constant meditation and prayer to Srila Prabhupada and Krishna Он сказал, что его постоянной медитацией и молитвой к Шриле Прабхупаде и Кришне was that they would engage him in their constant service eternally. была просьба о том, чтобы они вечно занимали его преданным служением. He spoke in such a humble but confident way Он говорил очень смиренно и очень уверенно. that I felt uplifted and confident myself. Так что я почувствовал, что мое сознание возвысилось и моя уверенность увеличилась. Actually, he didn't know that he was taking care of me. На самом деле он не знал, что во время этого разговора он заботится обо мне. I was calling to help him, but he was taking care of me. Я позвонил, чтобы помочь ему, но на самом деле он проявил заботу обо мне. So, that he spoke in such a humble but confident way that I felt uplifted and confident myself. Он сказал так смиренно и при этом так уверенно, что я почувствовал, что мое сознание возвысилось и моя вера увеличилась. That this special soul was being protected from all fear of death. Я почувствовал уверенность, что эта особенная душа была защищена от всех страхов смерти. Because of his firm faith in Srila Prabhupada. Благодаря его твердой вере в Шрилу Прабхупаду. Continuing in a very humble mood, Затем он продолжал в очень смиренном настроении. Grahila Prabhu then went on to confess И Грахила Прабху признался, that he couldn't understand how such a sinful person as he was, что он не может such a sinful person as he, что он не может понять, как такой греховный человек, как он, was being given the opportunity to leave this world to go back to Godhead. Получил возможность оставить этот мир и вернуться назад к Богу, While somebody like me had to stay here. в то время как такой человек, как я, вынужден оставаться здесь. That's what he said to me. Вот так он мне сказал. He said, Maharaj, I feel so bad. I'm so embarrassed. Он сказал: Махарадж, я так неловко себя чувствую, мне так плохо от этого. How is it that a sinful person like me Как это так, что такой грешник, как я, could go back to Godhead and you have to stay? Возвращается к Богу, а ты вынужден оставаться здесь? Naturally, I couldn't tolerate it. Естественно, я не мог терпеть такие слова, That he described himself as being sinful. когда он говорил о себе как о грешнике. And I had to immediately respond И я должен был сразу же ответить, that even if there were sins committed before,
что даже если он и совершил какие-то грехи ранее, that because he was offering himself completely in service to Srila Prabhupada and Krishna, но поскольку он полностью посвятил себя служению Шриле Прабхупаде и Кришне, with body, mind, and words, своим телом, умом и речью, that there could not possibly be any trace of sin left in him. что теперь у него не осталось ни тени греха. I told him that he was not sinful, but sinless. Я сказал ему, что он не греховный, а безгрешный. He joyfully accepted defeat. Он с радостью признал свое поражение. We spoke for some time longer, Мы еще поговорили какое-то время, but mainly Grihila Prabhu did most of the talking. но в основном говорил Грахила Прабху. He was preaching to me, Он мне проповедовал, thanking me for my support and expressing his preparedness for his next journey. Он благодарил меня за поддержку и говорил о том, что он готов идти вперед. I told him that I would call him again today, Я сказал, что я позвоню ему на следующий день еще раз. but that if Krishna arranged it otherwise, I would simply hanker for his association again in the future. Но если же если у Кришны другой план, тогда я просто буду ждать встречи с ним в будущем. I didn't get to call him the next day because he had departed. И, естественно, я не позвонил ему на следующий день, потому что он оставил этот мир. The example that reason why I'm giving this example Почему я привел этот пример? is that here's a very good example Потому что это очень хороший пример of how somebody who has such faith in Prabhupada, того, как человек, у которого такая сильная вера в Прабхупаду, such faith in the holy name. такая сильная вера в святое имя. Devotees were surrounding him, chanting the name, he was chanting with them. Преданные были вокруг него, преданные воспевали, и он воспевал вместе с ними. Then it gives us faith. И этот пример дает нам веру. There are many examples like this is only one. И подобных примеров много, это лишь один из них. But the kind of things that we have to undergo and the anxieties we have to undergo, what are they in comparison to this? И наши трудности, наше беспокойство, что все это стоит по сравнению с этими примерами? Everybody has to undergo this at some point in life. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни будет проходить через такие испытания. Shouldn't we be preparing for it? Разве мы не должны к ним подготовиться? That's what human life is meant to be. It means to prepare for this. Для этого и предназначена человеческая жизнь, для того, чтобы подготовиться к этому. And the best way to remedy the anxieties of this world И лучший способ преодолеть беспокойство этого мира is by learning in the association of devotees how to take shelter in Krishna. это учиться в обществе преданных, как принимать прибежище у Кришны. And the best way to help others И лучший способ помочь другим is that the goal is to help them develop their faith in Krishna. это стремиться помочь им развить их веру в Кришну. That's the real currency. Это и есть истинная валюта. That's what a Vaishnava wants. That's how he wants to relieve the distress of others. Именно этого хочет Вайшнав. Вайшнав хочет облегчить страдания других именно таким образом. A Vaishnava who sees others' anxiety as his own anxiety. Вайшнав, который видит тревоги и беспокойства других, именно об этом он и сам беспокоится. And it's very wonderful И это удивительно. that the best way to relieve the anxieties of others Лучший способ избавить других людей от тревог и беспокойств is to relieve the anxieties of those who are always in anxiety about others. это избавить от беспокойств тех, кто все время беспокоится о других, And have no anxieties of their own. и у которых нет никаких беспокойств о себе. This is what it means to care for devotees. Вот что значит заботиться о преданных. We're not the source of care. Мы сами не являемся источниками заботы. We can't give shelter unless we're sheltered. Мы не можем дать прибежище другим, если у нас самих нет прибежища. We can temporarily give some patch to somebody's suffering. Мы временно можем как-то облегчить страдания других. But if we really want to help others, Но если мы действительно хотим помочь другим, then we should do it in the service of those Vaishnavas тогда мы должны делать это в настроении служения тем вайшнавам, who are always anxious for the Krishna consciousness of others. которые все время беспокоятся о сознании Кришны других. This keeps us always in the mood of servant.
И это поддерживает нас всегда в настроении слуги. Unless we're in a mood of servant, we'll start to think we're master. Если мы не будем в настроении слуги, мы начнем думать, что мы повелители, мы главные. They're servants and they're masters. Они слуги, а мы господа. And we should always keep ourselves in the mood of a servant. И мы должны всегда поддерживать в себе настроение слуги. And if we want to serve others and help others, И если мы хотим служить другим и помогать другим, we should serve our masters, мы должны служить своим повелителям, who are paradukkha-dukhi, которые парадукха-дукхи, who are anxious for other suffering. которые беспокоятся из-за страданий других. Prabhupada says, this is real service. Прабхупада говорит, это истинное служение, This is real service. это настоящее служение. If we don't have that connection, А если у нас нет этой связи, we need to make that connection. тогда нам нужно установить эту связь. If we don't make that connection, we can't really help others. Если мы не установим эту связь, мы не сможем по-настоящему помочь другим. Temporarily, we may be able to help. Временно как-то мы сможем помочь. But if we want to genuinely help them in their faith and pure devotional service, Но если мы хотим по-настоящему помочь людям и дать им веру в чистое преданное служение, then we have to serve those who have faith and pure devotional service. тогда мы должны служить тем, у кого есть вера в чистое преданное служение. That's the only way we can do it. Это единственный способ, как мы можем это сделать. Pure devotional service is so transcendentally potent Чистое преданное служение настолько трансцендентно могущественно, that simply by hearing about it, что просто слушая о нем, simply by glorifying it in response, просто прославляя его в ответ, simply by meditating on it, просто медитируя на него, simply by faithfully and respectfully accepting that it exists, просто с верой и с уважением принимая то, что оно существует, and simply by praising the service of others, и просто прославляя служение других, an envious person's heart can become clean and purified. сердце завистливого человека может очиститься и стать чистым. This is real devotee care. Это и есть настоящая забота о преданных. It's where it begins. Вот с чего она начинается. And this is the connection we should try to make in whatever programs we establish for caring for devotees. И вот эту связь мы должны установить, какими бы программами заботы о преданных мы ни занимались. We should not think that, yes, I'm the reservoir of devotee care. Мы не должны думать, да, я вместилище заботы о преданных. Let me become the person who's the most caring devotee, Вот, я постараюсь стать самым заботливым преданным, so I can build my reputation, become a devotee carer, get my position, чтобы у меня возникла хорошая репутация как настоящего заботника о преданных и было хорошее положение, get my reputation. чтобы у меня была серьезная репутация. That's not what Lord Nityananda and his servants did. Нет, не этим занимались Господь Нитьянанда и его слуги. The only thing they wanted was to give a report to Lord Chaitanya, whose faith was strengthening today. Единственное, чего они хотели, это отчитаться Господу Чайтанье, чья вера сегодня увеличилась. That's all they wanted. Вот все, чего они хотели. Didn't want anything else. Ничего другого они не No желали. prestige, Никакого престижа, no profit, никакой выгоды, no fame. никакой славы. They didn't want anything else. Ничего другого им не нужно было. They just wanted to report whose faith was strengthened today. Они хотели лишь одного — отчитаться Господу Чайтанье о том, чья вера сегодня усилилась. That's real devotee care. Это и есть истинная забота о преданных. And whatever you can do to help others, to relieve them from their anxiety so that they can increase their faith in the holy name, then do it. И если вы можете что-то сделать, чтобы помочь другим, облегчить их беспокойство, увеличив их веру в Святое Имя, так сделайте же это. Whatever needs to be done, Что бы для этого не потребовалось, do it. сделайте это, Because you care. потому что вы заботитесь. Sometimes devotees ask the question, how do we start our devotee care system? Иногда преданные задают вопрос, а как нам начать систему заботы о преданных? And immediately I'll give an answer. И я сразу же отвечаю. The first qualification is you have to care for devotees. Первая квалификация — это вы должны заботиться о преданных. If you don't care, then what's the devotee care system anyways? Если вы не заботитесь, то о какой системе заботы о преданных можно говорить? What is it? О чем речь тогда? It's just another system. Это просто еще одна система. It's another system, but what is it supposed to do? Еще одна какая-то система, но в чем ее смысл?
We're supposed to care. Мы должны заботиться. When you take care of Krishna's devotees, Krishna takes care of you. Когда вы заботитесь о преданных Кришны, Кришна заботится о вас. And when we awaken faith in those who help us to understand this, И когда у нас пробуждается вера в тех, кто помогает нам понять эти истины, and serve them и когда мы служим им, by serving others, служа другим, we'll be able to get a little glimpse, a little realization of what is devotee care. мы сможем хотя бы немножко понять, хотя бы небольшой взгляд бросить на то, что такое забота о Just a преданных. little glimpse, that's all it takes. Небольшой мимолетный взгляд, Just a little faith. небольшая вера. It's all it takes to grow into something bigger. Этого уже достаточно, это все, что нужно, чтобы это потом выросло во что-то большее. Anyways, this was my topic for today. Так или иначе, об этом я хотел сегодня сказать. And I wanted to somehow share that story with you about my god brother Grihila. И я хотел поделиться с вами историей о моем духовном брате Грахиле. I could share so many stories Я могу многими историями поделиться. of how many god brothers I thought I had to help, but ended up helping me. Много раз было, как я думал, что хочу помочь своим духовным братьям, а в итоге оказывалось, что они помогали мне, Because it increased my faith. потому что они увеличивали мою веру. Seeing how much faith they have increased my faith. Когда я видел, насколько сильна их вера, от этого моя вера тоже It's very усилилась. wonderful. Это замечательно. It's a very, very wonderful experience when you see genuine faith. Это очень замечательный опыт, когда вы видите настоящую искреннюю веру у другого. And wherever we see it, we should become greedy for it. И где бы вы не увидели эту веру, нужно испытывать жадность, чтобы ее обрести. And if we don't see it, we should become greedy to share whatever faith we have with others. А если мы не видим у других этой веры, тогда мы должны гореть желанием поделиться той небольшой верой, которая есть у нас с ними. Share it. Поделитесь ей. Don't force it. Не навязывайте. Share it. Поделитесь. When you share it with others, there's a certain voluntary spirit that's awakened in the heart. Когда вы делитесь этим с другими, то в сердце человека пробуждается добровольный дух. You want it. When you share it with others, others want it. Когда вы просто делитесь этим с другими, у людей возникает желание получить это. But if it's forced, they think, wow, that's too much. Но если это навязывается людям, люди думают, ну нет, это слишком. You can't force faith. Невозможно навязать веру. You can't say to somebody, you have to have faith. Невозможно кому-то навязать. But I Ты должен верить. But I don't. Но я не верю. You have to have it. Должен верить. But you just have to have it. Нет, ты просто должен верить. It says right here, you have to have it. Вот здесь написано, у тебя должна быть вера. Can't legislate it. Невозможно это навязать. Faith is something that's awakened. Вера — это нечто, что пробуждается внутри. And once it's awakened, it needs to be protected. И когда вера пробуждается, ее нужно защищать. Bhaktivinoda Thakur says it's like the birth of a newborn baby girl. Бхактивинода Такур сравнивает это с новорожденной девочкой. When a newborn baby girl takes his birth, the mother is very, very careful to protect the baby from heat, cold, hunger, thirst. Когда рождается маленькая девочка, мама очень внимательно относится к ней и защищает ее от жары, от холода, от голода и от жажды. And the mother is very eager to nourish the baby. И мама горит желанием воспитать, взрастить эту девочку. Because by nourishing the baby becomes strong. Питать ее, потому что когда она питает ее, ребенок становится сильным. Bhaktivinoda Thakur compares the birth of Shraddha, the faith and pure devotional service, to be like this birth of a newborn baby. И Бхактивинода Такур сравнивает появление Шрадхи, веры в чистое преданное служение, с новорожденным младенцем. It needs to be protected from karma and jnana, Ее нужно защищать от кармы и гьяны, which are just like heat and cold and hunger and thirst. которые подобны голоду, жажде, жаре и холоду. And it needs to be nourished Ее нужно питать. by those who are guardians of devotional service, Питать защитниками преданного служения. who nourish our faith in pure devotional service. Эти стражи преданного служения, которые подпитывают нашу веру в чистое преданное служение. When we actually have our faith nourished in the association of devotees, И когда наша вера взращивается в обществе преданных, we become strong. она становится сильной. Just like a person who eats gets stronger with each bite.
Подобно тому, как человек, который кушает, и с каждым укусом становится все сильнее и сильнее. He gets strength, he gets pleasure in it, and his hunger goes away. Он обретает силу, испытывает вкус, и его голод уходит. With each bite. С каждым кусочком съеденной пищи. In the same way, devotion, direct experience of Krishna, and detachment from material things come for a person who's awakened his faith in devotional service. И также преданность, отрешенность от материальных вещей и вкус приходят каждому, кто занимается преданным служением. So this is what it means to help others. Вот что значит помогать другим. And I said I was going to leave time for questions, but I'll take questions tomorrow. Я сказал, что я оставлю время на вопросы, но я отвечу на вопросы завтра. Is that okay? Хорошо? What's next? I'm supposed to stop at 5 Что o'clock. That's дальше? why. Я в 5 должен был завершить. Тимофей, что у нас дальше? Просад можно раздать Махараджу? Там просад есть, или сейчас не нужно? Hare Krishna. I had a difficult task today. Передо мной сегодня стоит трудная задача. I had to speak after lunch. Everybody had lunch. Сегодня я должен был давать лекцию после обеда. Все пообедали. It's not easy. Нелегкая задача. It's always the most difficult session to speak in. На самом деле для меня это всегда самая трудная лекция. I tried. Forgive me. Простите меня, нелегкое это дело. Now you're going to eat again. А сейчас вы снова будете кушать. Put you to sleep again. И снова заснете. What are they? What are they? Анангамачари cooked some. When I was a child, we used to have Hershey Kisses. Chocolate. В детстве у нас были такие кусочки шоколада. That's what they look like. I hope that's not what these are. Надеюсь, это не шоколад. So is it okay if we have questions tomorrow? Will you give me permission? Нормально, если мы завтра ответим на вопросы. Вы позволите мне это сделать? Do you have any questions now? Сейчас у вас есть Who has какие-то questions вопросы? now? У кого есть вопросы сейчас? Поднимите руку, пожалуйста. Anybody? У кого-то есть? For those who have questions now, write them down. Вот те, у кого сейчас есть вопросы, запишите их.